Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и все те, кто случайно, быть может, заглянул на канал Таро Эспирационе. Таро расклад, своеобразное эссе Таро, знаки судьбы, развитие, как жить дальше. Тему расклада подсказала мне одна из подписчиц, и стало быть, есть интерес. Я не знаю, какую историю нам раскроют карты. Мы, конечно, вначале сделаем сигнификацию. Может быть, эти карты нас уведут в сторону любовной личной истории. Но изначально я предполагаю, что могут быть вопросы именно нашего развития, решения каких-то вопросов. Если мы заявили по видео, как жить дальше, может быть, как жить дальше, когда уже ничего не хочется, когда утратили веру в себя, и когда какое-то время были приложены ваши усилия или произошли изменения в обстоятельствах вашей жизни, и какое-то время вам нужно для того, чтобы попросту себя собрать в кучку. Вот есть такое выражение. Поэтому мы сделаем сигнификацию, и если вы видите, что вам это не совпадает с вами, событиями вашей жизни, то, конечно, смотреть не нужно. Потому что, безусловно, один расклад, он не расскажет о личной истории каждого из вас. И мы начнем с вами с оракульных карт. Вот давайте мы узнаем, что они нам подскажут, какова история, которую мы сегодня будем раскрывать на картах. И что, по мнению карт, сейчас происходит. Именно по мнению оракульных карт. А дальше мы выполним сигнификатор. Итак, что с вами сейчас, как видят карты? Вот какой у вас вопрос? Сформируйте его поточнее. И эта карта нам говорит, ищи знак. Ну, наверное, не случайно вы пришли на канал Таро. Таро – это один из символов самопознания, как элемент психологии, безусловно. И мы ищем, правда, подсказки судьбы, подсказки извне. Мы становимся в этот период наиболее внимательны к тому, что происходит вокруг нас, дабы не пропустить этот знак. И правда, вот вы ищете ответы на свои вопросы. Вы хотите решить какую-то, может быть, злободневную проблему или выйти из замкнутого круга. Почему нет? Как карты видят развитие вашей ситуации? А возможности? Как минимум одна возможность у вас точно будет. И главное ее не пропустить, потому что видите, как знак первая карта выпадает. И каково развитие дальше? А дальше действуй. Вот так конкретно нам и говорят. Дальше как посыл к действиям. Значит, сейчас вам нужно в чем-то либо убедиться, либо выбрать правильное направление. Может быть, для кого-то, кому-то и сказать нет. Может быть, и себе сказать нет. Кстати, это наиболее актуально, потому что, когда мы делаем выбор, выбор это как минимум две стороны вопроса или два направления. И если выбираем один, понятно, второй мы оставляем уже, мы этим не занимаемся. И вот с чем-то определиться, и дальше у нас идут действия. Вообще очень логично нам показали карты вашу ситуацию. Окей. И на колоде Таро ангелов давайте мы сделаем как таковую сигнификацию. Кто вы? Какая история ваша или... Какой вопрос вас сейчас беспокоит? Какая может быть сфера жизни? Одним словом, пойдем по ситуации. Те карты, которые нам выпадут. Кто вы? Вот интересно, мои дорогие. Необычная с самого начала такая трактовка. Это карта мага. Это того человека, который... Да может все. Это холодная карта. Здесь не про любовь. Хотя тот, кто смотрит, ну, как минимум, несколько человек, которые как раз попали в тупик из-за любовной истории. Почему нет? Может быть, вы кому-то доверились. И вот теперь вы переживаете тот период, когда вам себя, как какой-то пазл, нужно собрать воедино. Вернуться на свои круги какие-то. Или вы пытаетесь вспомнить, каковы были ваши мечты, какие вы цели перед собой ставили, мои дорогие. Но по карте мага нет ничего невозможного. И тут действительно знак какой-то вы ищете или правильное направление. И к вам ангелы будут посылать какие-то возможности, как минимум одну, после чего предполагаются активные действия. Так, а что происходит с вами теперь? Какова обстановка может быть вокруг вас? Вы все контролируете, удивительно.
Нам показывают очень сильного человека, хорошего прагматика, который не ищет груши на вербе, правда. Тут который смотрит очень реалистично на события нашей жизни, на то, что окружает, и умеет правильно скоординировать свои действия, исходя из возможностей и желаний. Давайте посмотрим дальше. Умеет зарабатывать деньги, умеет подниматься с колен. Какая-то очень высокодуховная цель, либо конкретно для кого-то из вас, мои дорогие, переезд очень далеко может быть. Все же выпадает карта звезда. Нам говорят, сияйте как звезда. Для кого-то из вас, мои дорогие, вы просто разуверились в себя. Может, в себе. Может быть, был длительный период, когда, как общение с людьми, все-таки на нас это тоже действует. Каковы бы ни были мы сильные, даже маги, но где-то так начинают хереть, будем говорить, если очень большой период вам выдался преодолевать препятствия, жизненный период, или вокруг вас токсичные люди. Тогда уйти от общения будет первая задача, иначе вы ничего не построите, иначе вы ничего не создадите. Вам будут постоянно мешать. И может быть основная задача именно как вот то ваше окружение, оно каким-то образом на вас воздействует. Все же у нас между картой мага и старшим арканом звезда выпадает королева Пентаклей или королева Земли. Это та, которая, любит своих близких. Это та, которая любит традиции. И то, что вот как укладом уже сложилось, ей сложно это разрушить. Наоборот, она из любого хаоса создает порядок, но она умеет и реализовать мечту. И для самореализации здесь все равно нужно не кого-то, мои дорогие, а себя самое. И неважно, у кого-то, хоть у нас и карта выпадает королева Пентаклей или королева Земли, но меня смотрят мужчины, перекладывайте на себя. Мы ведь рассматриваем именно энергетику, а не по полу карту. И значит поставить себя какие-то, может быть, злободневные вопросы на данный момент. Есть какой-то материализм. И, кстати, маг, он тоже материалист. Он умеет соединить возвышенное и земное. Но при этом не соскользнуть в эмоции. И для вас-то вот холодная карта звезда, она тоже говорит, эмоции могут мешать. Как ваши собственные, так и окружение на вас будет влиять. Вам поэтому приходится быть очень сильным. И я бы сказала, с учетом всех этих карт. У кого-то очень такие глобальные задумки по переменам собственной жизни, но, видимо, окружение ваше или, может быть, очень близкий круг людей создают вам некоторую остановку, или когда вы вынуждены делать что-то с оглядкой. И тем не менее карты нам говорят о том, что вообще у вас никаких преград-то ведь нет, мои дорогие. И значит, это только те преграды, которые мы себе как условности создаем, или вопросы, в которых вы увязли. Но вопросы, по сути, если вот так разложить хладнокровно по полочкам, они касаются больше интересов других людей. Если вы всю свою энергию направите на реализацию собственного проекта, пересмотрите, может быть, свои планы, переосмыслите буквально детально ваши отношения даже с близкими людьми. Нет ничего невозможного, что у вас происходит. Может быть, кто меня сейчас смотрит, вы уже оказались вдали от привычного места вашего проживания, в новой обстановке, и вам как раз предстоит отстроить свой личный какой-то социум или ближайший круг людей, которым вы можете доверять или попросту общаться. И это тоже задача, которая не такая простая. Что у вас еще происходит? Еще один старший аркан. Тут действительно баланс приходится держать. Это карта, когда умеренности старший аркан, когда самое главное гармония в душе. И это где-то все то, что я только что сейчас сказала. Это, с одной стороны, банально режим труда и отдыха. Уставшие люди делают ошибки. С другой стороны, это нужно подмечать, адаптировать себя к какой-то ситуации или к обстоятельствам жизни. Но еще и есть такой момент, если мы говорили, у нас выпала первая карта именно в оракуле. Вы ждете знака. Вот как раз пусть не в этой колоде,
Таро иллюминатов. Старшая аркан умеренность, он и как раз об историческом факте. И я два слова скажу, те, кто смотрит мои видео давно, они это уже наверняка много раз слышали. Ну а кто впервые, есть смысл сказать, потому что вы прочувствуете, о чем говорит карта, поскольку именно вы ждете знака. Так вот, быть внимательным к обстоятельствам, что происходит вокруг вас, быть буквально внимательному или внимательной к деталям, каким-то тонкостям, мелочам, то, что вас окружают, мои дорогие. Так вот, 800, где-то 50-е, 70-е года король франков, династия мировингов, его звали Хлодвиг, воюет с готами. И вышло так, что он со своим войском был зажат между рекой Рейн и войском готов. Погибель была неминуема, и он бы был разбит, и люди были бы его убиты. Но, видимо, король франков Хлодвиг был настоящий король. Он умел взять себя в руки. Вот часто называют этот аркан умеренность переливание из пустого в порожнее, потому что практически на каждом аркане изображены два кубка, и вроде как жидкость переливается. Поверьте, нет. Символика карты создания совершенно другая. Так вот, если мы говорим про Хлодвига, который умел взять себя в руки, вот этот самый эмоциональный баланс держать, он его таки держал и прогуливался вдоль берега, думая, каким образом я могу выйти из этой патовой ситуации, которая, ну, уже как бы сдаваться надо. И он обратил внимание, вот здесь очень важный пункт о выдержке, самообладания. Он увидел, что болотный рис растет вдоль реки и уходит вглубь реки. Он знал, что болотный ирис растет на мелководье, и у него закралась сумасшедшая идея, а не переправиться ли нам вброд вместе с войском. Что он и сделал. В итоге, пока готы спали, король мировингов, династия мировингов, Хлодвиг перебирается с войском на другой берег, и в последующем вот этот болотный ирис, он, к сожалению, на этой карте не изображен. Но он изображен на многих картах как похож на действительно ирис. И часто его изображают в лиловом цвете, поскольку лиловый цвет – это знак божественного благословения. Но на самом деле это выглядит как маленькая лилия желтая. Так вот, в последующем вот эта лилия мы сегодня знаем как знак, и во многих религиях мира это флёр-де-лис или геральдическая лилия. И вот она как раз имеет тесное взаимоотношение с арканом умеренность. То есть вот вам, как этому Хлодвигу, нужно будет увидеть, как-то прочувствовать обстановку вокруг вас, кто меня сейчас смотрит, потому что будут подсказки. И на что-то решиться, как тому Хлодвигу, вместе со всем войском. Это ведь еще и мера ответственности. Вот представьте себе, переправиться вброд. Вот что-то такое в вашей жизни – это старший аркан. И поэтому, когда старший аркан, мы всегда говорим, влияют обстоятельства. Вот что-то подобное в вашей жизни происходит. И может быть, на самом деле решиться на это. У вас первая карта мага. То есть сделать то, чего вы никогда не делали. Или принять важное решение, которое прежде вообще где-то не в вашей плоскости принятия решений. Что-то как сломка шаблона или обстоятельства вокруг вас, которые тоже могут ломать несколько вашу жизнь. Мои дорогие, но это, видимо, путь мага таков. Давайте я достану еще одну карту. Что же у вас происходит? Тут действительно что-то такое очень нетрадиционное может происходить. И у кого-то это может касаться все-таки личной жизни. Потому что именно эта карта в колоде говорит о любящем человеке. Может быть, происходит изменения или произменения происходят. Их не одно, а несколько. Это когда увязаны вопросы вашей работы, вопросы вашего благополучия или денег, финансов и личная жизнь. У кого-то есть дети, то есть вы не можете, опять же, мера ответственности, вы не можете думать только о себе, а вам нужно еще думать о своих близких. Есть какая-то ситуация, которая вас сдерживает. Дайте я достану еще одну карту. Если правда, есть такой мотив, как ваши любимые люди или ваши дети, может быть, родственники, и вы бы рады стартануть куда-то или поехать куда-то, или вы уже переехали, но есть какая-то патовая ситуация, которая вам связывает руки. Что это? Как видят карты. Удивительно. А вы знаете, это где-то вы оказались в этой ситуации не случайно, вот от начала до конца, ведь эта карта
поддержки патронажа ангелов. И что удивительно, у вас первая карта мага в этом ряду, а последняя карта солнца. Солнце – это радость, это счастье, это удача. Это сложный путь мага к своему солнцу. Тут самое главное – вот эта звезда, вера в себя, вера в то, что у меня получится осуществить самый сумасшедший план. Да, это нужно предпринимать какие-то действия, но у мага никогда не бывает все легко и просто. И есть, вот посмотрите, сколько у вас старших арканов. Вам придется, может быть, где-то находить вот этот самый компромисс или какое-то принимать очень недвусмысленно сложное решение. Может быть, на пороге его вы как раз и находитесь, поэтому смотрите видео, как тому королю франков. И вы знаете, все равно следовать-то нужно за своей мечтой, потому что в этом направлении как раз солнце. Но если мы спросили, что вы как будто связаны по рукам и ногам, вы знаете, карта говорит однозначно, вы должны проявить свое эго. Или если вы себе говорите, у меня дети, я не могу. Или у меня есть, допустим, на руках больные родственники, я мир ответственности, это тоже не могу сейчас. Мои дорогие, а вы все равно можете. Потому что есть какой-то выход. Посмотрите, какие карты. Значит, отойти от этого самого шаблона каким-то образом вы все равно можете осуществить свой план. А для тех, у кого не существует вот таких преград, мои дорогие, продолжайте. Тут для всех, кто меня сейчас смотрит, и для кого подходит вот этот первый, я бы сказала, оракульный ряд, можно сказать однозначно, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Придется где-то корректировать планы. Придется действовать совершенно нетрадиционно. Но только вы, мои дорогие, видите, как вам правильно поступить. И те, которые с вами даже, допустим, не согласны, они вас догонят. А те, которые сейчас думают, что я связан по рукам и ногам, повторяюсь, значит, есть все равно какой-то вариант действий для вас лично, по вашей истории или по вашей задумке, когда, есть возможность что-то осуществить. То есть ваши мысли нужно переключить в другую сторону или искать знак. Не все так однозначно. Вам нужно именно как тому магу прочувствовать определенную ситуацию эту и рассмотреть любые альтернативные варианты. Давайте мы перейдем к конкретным вопросам. Что происходит сейчас, именно как действие? Что происходит сейчас вокруг вас с вами? Как нам карты характеризуют? Еще одна счастливая карта, особенно в этой колоде карт, так выглядит колесо фортуны. Здесь конкретно вам улыбается удача, магу удача. Не раздумывайте долго. Здесь нельзя, вот как, опять же, этот Хлодвиг, мы к нему будем возвращаться. И я надеюсь, вы этот исторический факт запомните и будете очень внимательны, понимая, что жизнь, судьба не дает бесконечное количество шансов. Что-то нужно продумать до мелочей и, может быть, на что-то действительно решиться. И не думать уж точно, что эта возможность у меня будет и завтра, и послезавтра по колесу фортуны. Нет, лови момент удачи. И это не имеется в виду лотерея, мои дорогие. Все, что касается лотереи, я знаю, иногда меня смотрят и иногда пишут, что я выиграю в лотерею. Ни один мой расклад не про лотерею. Хочу сразу разочаровать, можете не смотреть. Так вот, для тех, кто... Мы продолжаем наш расклад. Для тех, кто действительно понимает, что обстановка вокруг вас, или у вас сейчас какая-то возможность появляется, или вот-вот что-то происходит, может быть, и вокруг вас, и какова бы ни была турбулентность, патовая ситуация, для вас это выход из какого-то лабиринта, так или иначе. Сами по себе карта перемен и карта счастья, карта удачи. Как раз, может быть, и когда все в одну кучу сваливается, как-то оно в один момент и будет разбираться. Или вот эта ваша куча из какой-то неразберихи, из какой-то путаницы, она все равно имеет какой-то один выход. Вы принимаете важное решение, и тогда остальное отстроится, не то чтобы само, но, по крайней мере, именно отстроится. Вы будете двигаться в заданном направлении, и для вас многие вопросы прояснятся. А те из людей, которым вы важны, нужны, кто вас любит, они вас в любом случае догонят. Давайте мы посмотрим еще
Что же происходит? Перемены у вас сейчас происходят. Может быть, даже те перемены, вот карта усталости. Нам изображена девушка, которая буквально на стол упала, и она от какой-то многозадачности буквально света белого не видит. Она не видит, что есть какой-то рядом с ней предмет, который сверкает. А она себе поставила в задачу перемыть гору посуды, и что-то нам показано, она уже перемыла. Но, наверное, посуда это нескончаемо всегда. И есть та работа рутинная, которую нельзя сделать навсегда. Она будет все время возникать. И нам говорят усталость, стресс. И из-за этого мы не можем держать как раз баланс, дисбаланс, диспропорция какая-то в вашей жизни. И это, вот если мы говорили, королева земли, это как раз которая из хаоса умеет создать порядок. Мои дорогие, у вас сейчас тот период, но когда вы не сумеете, буквально, шутливо говоря, все тарелки перемыть или переделать все дела, или обустроить вот какие-то моменты вашего быта, и это сейчас не важно. Есть какие-то более важные задачи. И самое важное, первое, держать эмоциональный баланс и не быть уставшему, иначе был бы этот Хлодвиг уставший, он бы не мог держать это равновесие, не мог бы он быть внутренне где-то готовым принимать важные решения, ну и тогда бы, наверное, пришлось сдаваться. Вот какое-то что-то на кону у вас стоит очень важное, мои дорогие. Давайте мы зададим такой вопрос. А почему это произошло? Вот есть какое-то событие в вашей жизни, у каждого свое, или какая-то, ну, как преграда, препятствие, или сложности, с которыми вы столкнулись. Так вот, почему в вашей жизни сложилась такая ситуация? А потому что есть какое-то разочарование. Вас могло подтолкнуть к важным решениям, но знаете, как элемент последней капли. Что-то дошло, когда вы длительное время терпели, и вот потом вы себе говорите, все, баста, хватит. Дальше так дело не пойдет. Мне надоело быть на вторых ролях. Или вы смотрите это видео в тот момент, когда вы понимаете, я больше так не могу. Я не вижу света белого. Я не вижу себя уже в этой жизни. Я не вижу какого-то продолжения. Хотя карта-то нам говорит, мелкая карта, четверка воды. Она говорит, да, ты не видишь света белого, потому что ты вообще не видишь. Ты устал. Это первое. И есть какое-то разочарование. 3 кубка, разлитое молоко. Карта очень красноречиво нам говорит, да вот подними глаза наверх, и на столе стоит еще и пакет, и еще и 2 кубка. Это не проблема какая-то вселенского масштаба. Но мы, наверное, настолько устали или выкрутились, словно белка в колесе. Знаете, как в шорах, которые возле глаз, вы видите одну заданную траекторию. И, может быть, вам эту траекторию кто-то задал. Или вы сами включились в какую-то бесконечную помощь, себя поставив на второе место. Вот этого быть не должно. Хорошо, вот значит вы... Вот этот какой-то переломный момент, он вам совершенно, мои дорогие, необходим, чтобы вы себя зауважали заново, за то, чтобы вы себя рассмотрели наконец-то. И, может быть, необходимо устать и упасть от усталости буквально, чтобы себя на какой-то момент или вас многозадачность настолько обесточила, когда мы приводим уже мысли в порядок, потому что дальше так продолжать не можем. Вот что-то подобное и такое может быть. Вот эти перемены вызваны тем, что вы не можете себя расходовать на других. Какая-то для вас ваша миссия, назовите это так, впереди карта мага, повторяюсь. И кто бы тут какое желание не загадал, ведь у вас все осуществимо, это правда. Так вот, давайте еще зададим, почему же это произошло? Ну, вот посмотрите, эта карта повешенного так выглядит, потому что какая-то пауза затянулась. Потому что вы слишком долго пребывали в альтруизме, конкретно карта альтруизма. И все то, что я говорила по помощи, или когда вы действуете во благо кому-то, но не во благо самим себе. И это должно закончиться. И значит, у кого-то могли быть даже где-то... Знаете, вот эта хроническая усталость. Есть конкретно синдром хронической усталости. Или вот как барн-аут, эмоциональное выгорание. Оно у вас было именно из-за того, что вы превратились в какого-то среднестатистического робота, мои дорогие. И вы перестали видеть свои желания. Вы перестали видеть краски жизни. Для вас все как в какой-то
непонятные съемки, и вы смотрите на события как будто со стороны, а в то же время вы не чувствуете вот этого темпа жизненного, радости, нет вдохновения, а вот правда какая-то зависшая ситуация, и вам это нужно завершить. Вот поэтому как будто, знаете, пространство, время, Вселенная вам усугубило. И если вы будете, ситуацию именно усугубило, если вы будете продолжать, мои дорогие, вам судьба этот урок будет повторять снова и снова. Она снова и снова вам будет еще более какие-то тяжелые ситуации, из которых вы будете выходить обесточенным, уставшему, ну, где-то злому, разочарованному в жизни, именно потому, что ваша-то задача начать с самого себя, свои мечты. Не с других, а именно сделать то, что для вас сейчас важно. То, чего просит ваша душа. И вот такую сложную и тяжелую миссию вам нужно выполнить по отношению к самому себе. Давайте мы посмотрим, почему же еще это произошло. А потому что, посмотрите, двойка воздуха или двойка мечей, это нам говорят о чем? У вас не должно быть путаницы. Вы стоите сейчас, я надеюсь, видно хорошо. Человек шел, и вот он пришел, когда дорога имеет развилку. Вам либо направо отсюда, либо налево. Вы не можете продолжать в прежнем темпе, ритме, духе, или вы не можете продолжать в режиме многозадачности, вы не можете решать и дальше какие-то чужие вопросы, иначе жизнь, она пойдет в другом уже контексте, понимаете? Вот вы подумайте, те, кто меня сейчас смотрит, чего же я хочу? И оттолкнуться нужно от собственных желаний. И в этом и будет выход или правильный путь. Выход или вот путаница какая-то должна завершиться благодаря вашему очень важному решению. Давайте мы зададим такой вопрос. А что же уходит? Вот что из вашей жизни само пытается как оттолкнуться, мои дорогие? Может быть, вы не замечаете, что-то пытаетесь удержать, отчасти насильственно, кто знает. К чему-то вы привыкли, или вы создали себе меру ответственности, а на самом деле вы за это не отвечаете. И это где-то и люди сами справятся, или какая-то ситуация близится к концу. Так вот, что же уходит из вашей жизни? Вы могли получить буквально известие с предложениями о работе. Тогда уходит какая-то прежняя история по вашему труду, занятости. У кого-то может проиграться вопрос о наследстве. Иногда так. По пажу земли это вы готовы учиться чему-то новому. И это своеобразный переход между прошлым и будущим. У кого-то это будет буквально связано с бумагой, с документом, который вы хотите оформить для того, чтобы, может быть, быстрее реализовать какой-то свой проект. Больше карта, безусловно, говорит о том, что мы учились, или предыдущий период времени, все же мы спросили, что уходит. Так вот, вы уже на сегодняшний момент можете думать: ох, у меня не получится какое-то дело, или я недостаточно хорош или хороша, я недостаточно экспертен по данному вопросу. Да, вы можете осуществлять обучение в процессе какого-то действия, но в себе сомневаться точно нет. Уходят наши сомнения в самом себе, что у нас не получится какой-то проект, или для вас уходят какие-то вопросы, которые связаны, может быть, для кого-то проиграется по части детей, когда вы помогали все время детям. Иногда проходит такое, когда, к примеру, вы оплачивали за обучение, значит, все равно какие-то есть варианты. Или ребенок заканчивает обучение, и вы можете вздохнуть более уже как-то свободно. Или для вас, мои дорогие, наступает новый период времени, тоже своеобразный жизненный этап, когда необходимо обрести либо новую специальность, либо получить новые навыки, да, как скиллы или как ремесло, и двинуться совершенно в другом направлении. Может быть, у кого-то просто документ. Я дожидаюсь его, получаю, и все, как закрываю какой-то вопрос. Давайте мы спросим, что же еще уходит. Старший аркан влюбленный. Уходит сам по себе выбор. Уходит неразбериха. У кого-то
Правда, может коснуться любовного треугольника, как мы называем ситуацию, когда тоже придется сделать выбор. Вы не можете двигаться в двух направлениях. Вы не можете бесконечно жить на два фронта или на два дома. У кого-то такое тоже патовая ситуация может быть. Или когда выбор между работами. Вот насчет работы или продвижения все-таки у нас карта мага впереди. И это мои последующие действия. Выбор его и величество, мои дорогие, вы должны сделать и что-то неизбежно оставить позади. Когда мы делаем выбор, как я в самом начале говорила, это предусматривает, что мы от чего-то откажемся. Давайте мы посмотрим, что же уходит еще. Какая-то двойственность, для кого-то отношения уходят, для кого-то из вас уже мы были, допустим, в паре, но в силу сложившихся обстоятельств, от обстоятельств непреодолимой силы, меня люди смотрят из разных стран, и кто-то мог конкретно потерять близкого человека, и такой момент тоже может быть. И вот это вот все от вас уходит, понимаете? Поэтому, посмотрите, дуальность. Выбор существует только один, и вам нужно с чем-то определиться. Давайте мы спросим, а что же тогда у вас на пороге? Хотим мы или нет? Знаете, если мы не сделали однозначный выбор, и какая-то ситуация тянется уже длительное время, и мы тогда можем сказать физиологически, наш мозг принимает решение в течение 15 секунд. Физиологический момент. Поэтому мы можем думать 15 суток, а то и 15 месяцев. Но мы сами себе затягиваем какую-то ситуацию просто. Как и ситуацию, так и зону ограничений. Растягиваем себе какие-то мучения. Поэтому очень важно сделать этот выбор. Может быть, вы и ждете какой-то знак. Так что у вас уже на пороге? Что уже ждет своего участия или продолжения? Правда, у кого-то переезд. Посмотрите, карта заслуженного успеха – это шестерка воздуха. Нам конкретно эта карта в этой колоде говорит: переверни страницу своей жизни. Для кого-то переезд, для кого-то смена работы, у кого-то определиться с партнерами. И вот прямо сейчас уже на пороге новые отношения. Или какая-то возможность поездки. И если вы ждете документ, то документы, скорее всего, вы получите. Тут самореализация и, знаете, тут вера в собственную силу. И когда мы прикладываем усилия, то вот как у мага, где-то хладнокровно оцениваем ситуацию, правильно аргументируем свои действия, не делаем ничего на импульсе, и тогда нет ничего невозможного. Вот есть что-то у вас такое, что даже совершив куда-то переезд, может быть, и то, что, или сделав то, чего вы прежде не делали, как мы сказали, или не на импульсе, а все же продумав какие-то свои действия, но тем не менее вы предпринимаете методы, которые для вас тоже не знакомы. И тогда вас в этом ждет успех. Именно от приложенных усилий. И это уже на пороге. Что еще на пороге? Успех какой-то. Для вас, как и в деле, как и в творчестве, так и в переезде. Мне нечего добавить. Десятка землей – это счастье, это радость. Кто-то может встретить очень далеко свою судьбу. Для тех, кто один или одна, такое вполне вероятно. Вы переезжаете, и совершенно в другой местности вы можете встретить того человека, с кем вы будете думать, как в одном направлении смотреть. Когда вы будете прекрасным дополнением друг друга. Для кого-то из вас возможность заработать деньги или приобрести жилье. Нам тоже говорят, да, вам придется прикладывать усилия, но на пороге, посмотрите, как и удача, как и успех, ну, так еще и возможность по финансам или отстроить по-новому ваше благополучие. Мне нечего добавить, мои дорогие. Давайте мы тогда с вами спросим, что же мешает вам быть счастливыми? Что вам, вот конкретный вопрос, что вам мешает быть счастливыми? Вот по шестерке земли проходят часто наши близкие или какая-то история, которая связана с личной жизнью и история финансовая. Может быть, есть те вопросы, которые вам нужно закрыть. У кого-то буквально: я хочу переехать, но мне нужно закрыть кредиты. Пока я не закрыл, я не могу этого сделать, не могу отправиться. И вам нужно действительно этот гештальт как-то закрыть.
А, Вам мешает быть счастливым кому-то и чрезмерный материализм. Вот такое тоже может быть. Или часто, я бы сказала, в контексте всех наших карт, знаете, пусть не в этой колоде, по шестерке пентаклей есть такое значение. Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Нам, тем не менее, по этой карте показывают вашу сильную позицию. Умение заработать деньги, правильно распорядиться деньгами, в любых условиях отстроить свое благополучие, но именно чрезмерное участие в жизни других людей. Или когда мы даем деньги в долг конкретно. Мы эти деньги можем долго ждать, когда нам их вернут, или не дождаться. Поэтому грамотное распределение денег. С другой стороны, по этой карте, знаете, нам могут прийти на помощь. Ангелы именно приходят, посмотрите, конкретно нам показан ангел, который помогает решить какую-то финансовую ситуацию. И карта проигрывается, мы ведь спросили, что нам мешает. Поэтому если у вас недостаток финансов, значит, есть тот человек или есть 1001 возможность. Просто нужно продумать, каким образом решить финансовую составляющую. Или через работу, или через дополнительный заработок, или через вашу занятость. Или когда вы можете обратиться к конкретному человеку. Или, возможно, все это вместе как-то в комплексе. И вам откликнется, как и пространство, так и Вселенная. Финансовый какой-то свой, ну, как брешь назовите, или то, что вы видите как препятствие денежное, вы это можете преодолеть, решить, иными словами. Но если вы неправильно расходуете финансы, когда они к вам в принципе приходят, а вы не на себя где-то тратите, не думаете про то, что мне нужно, ну, может быть, нужна какая-то сумма для того, чтобы реализовать свой проект, а торопитесь сразу же вложить в проекты чужие или кого-то поддержать, тогда это тоже будет своего рода препятствие. Что же бывает мешает вам быть счастливыми? Давайте еще одну карту. А вы знаете конкретно любовь к праздникам. Праздник нам показан, когда вы всем хотите быть хорошими. Или когда вокруг вас много людей, которые, как вам кажется, к вам относятся очень лояльно. А на самом деле это лояльно до той поры, пока вы можете кого-то субсидировать. Или когда от вас можно что-то взять. Или устроить себе праздник. Или вдохновить самого себя за ваш счет. Вот это конкретно мешает. Неразумные траты. У кого-то конкретно так. Вот эти две карты. Тут надо пересмотреть свою какую-то денежно-финансовую стратегию. Что же еще мешает? Карта императрицы, какая шикарная карта, правда? Когда вы хотите помочь всюду, всем, вся. И сначала решить те вопросы, как будто, знаете, многие из вас говорят, я сначала вот решу вопросы своих ближайших или любимых людей, а потом буду решать свое. Так вот, до вас никогда очередь не дойдет. А по карте императрицы все-таки мы должны поставить себя на первое место. У вас большая ресурсность. Но, знаете, задача в чем? Чтобы вы самого себя или саму себя оценили совершенно как-то по-другому. Давайте мы спросим ваши сильные стороны. Сильные стороны вашего характера или то, может быть, ну, вы как-то себя однобоко видите. А вот как видят карты? Вот какая ваша сильная сторона? По сути, карта императрицы уже где-то говорит о сильной позиции. И ведь когда мы чувствуем себя сильнее других, к примеру, вы можете думать, что у меня получится лучше, чем у кого-то. И вы беретесь за осуществление какого-либо проекта. Или вот есть такая пословица: хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Но вы же никогда не знаете, может быть, пространство, Вселенная посылает даже вашим детям или вашим близким какие-то собственные испытания для того, чтобы они это научились делать самостоятельно или научились самостоятельно выходить из какой-то патовой ситуации. Не всегда то, что мы делаем, да, часто наша помощь совершенно необходима. Но на это обычно не бывает каких-то двойственных моментов. Там конкретная и ясная обстановка. Но значит, вот то, что кто меня сейчас смотрит, есть какие-то варианты, когда ваша чрезмерная, может быть, опека или ваш перфекционизм, когда я хочу сделать очень хорошо, или я хочу быть спокойной или спокойным за своих близких.
тем не менее, они свой путь жизненный какой-то должны пройти сами. И в этом где-то будет ваша ошибка. Так вот, мы смотрим ваши сильные стороны. Еще одна карта, конкретно 13-й старший аркан. И в этой колоде карт нам говорят: отпусти. Просто отпусти. Все. Заверши. Это карта трансформации и карта освобождения. Мне нечего добавить, мои дорогие. Оставьте какую-то историю. Иначе вы... Ведь карта мага, вот такая сильная позиция, она нам в жизни дается совсем нечасто. Иногда бывает раз или два в жизни. И если мы это не использовали, не надо думать, что завтра будет, у нас получится, и еще раз пройти тем же самым путем. Скорее всего, нет. И если мы не прошли вот этот экзамен, вот представьте себе на минуту, вы смотрите, мы говорили про развилку судьбы, по двойке воздуха. Вот вам, предположим, как вот у нас здесь, правый меч именно как будто подсвечивается, да, вам как будто направо нужно, мои дорогие. А представьте себе, вот дорожка уже куда-то повернула и скрылась из виду. А если вы пойдете налево, то тут получается, что какая-то более темная сторона. Или вы все дальше будете отдаляться от своей мечты. Вы будете все дальше от того момента, где вы находитесь сейчас. И тогда неизвестно, сумеете ли вы осуществить свое намерение, цель, свою мечту. Но у вас ведь выпала карта Солнца, карта эго. И вы должны какую-то свою личную миссию, для чего мы приходим на Землю, мои дорогие, осуществить определенно. И выбор направления у вас очень серьезный. Поэтому оставь вот то, что не следует продолжать. Это окончание, трансформация и освобождение. Ваши сильные стороны. У вас как раз хватит сил, может быть, кому-то сказать нет. Или себе сказать нет и выбрать вот это направление. Или прекратить какую-то историю. Или хватит сил для того, чтобы, может быть, себя перепрофилировать в другом направлении по части работы и заработков. Уйти в самостоятельное дело, в самостоятельное ремесло, попробовать себя в новом деле. Или выбраться из какой-то путаницы взаимоотношений. Ведь каждый загадал какую-то свою ситуацию. Но сил на то, чтобы оставить что-то как прошлое в прошлом, у вас достаточно. Каковы же еще ваши сильные стороны? Ну и дальше устремляйтесь вперед. Вот по рыцарю жезлов, это, знаете, когда хочется драйва, когда хочется бежать вот так легко, свободно, улыбаясь, когда уверены в том, что вы делаете или в каком направлении вы движетесь. И быть готовым к неожиданностям. Вообще в значении этой карты подразумевается, и у нас хватает сил и мужества идти вперед и даже бежать вперед. Я бы сказала, не теряйте времени даром. Тогда у вас сильная позиция, вы успеете, сумеете что-то изменить. Или буквально, мои дорогие, успеете запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. У кого-то будет проигрываться это и так. Давайте мы спросим, как реализовать себя или как реализовать свое желание, не успела сказать. И это девятка жезлов, посмотрите. Девятка жезлов – это карта самодостаточности. Это карта, когда у нас все есть. Как реализовать? Да очень быстро какой-то финансовый вопрос вы закроете. Если вы хотите обрести новые навыки и для того, чтобы иметь профессию какую-то новую, ну, к примеру, для кого-то она позволит путешествовать, для кого-то быть более независимым в плане финансов, для кого-то осуществить свой проект. Правда, вопросы денег в первую очередь, хоть у нас и девятка жезлов, но вы сумеете реализовать какую-то свою мечту. Но для этого вам, мои дорогие, потребуется, безусловно, чтобы вы больше уделяли внимание самой себе или самому себе. По этой карте, именно в этой колоде, я уже говорила, и выпадает у нас как раз под шестеркой Земли. И все то, что я говорила по шестерке Пентаклей или шестерке Земли, эта карта просто подтверждает. Если вы обращаетесь к кому-то за финансовой помощью, у вас как раз будет возможность осуществить или найти в чем-то поддержку. Или сами правильно вы должны распределить средства, силы, собственные ресурсы, время. По этой карте мы действуем только в том случае, когда есть наш либо личный интерес, либо нам что-то угрожает. Но у вас сейчас, именно с учетом этой карты,
возможности реализовать самого себя как раз-таки и есть, потому что вы будете заниматься только решением своих собственных вопросов, а не какой-то многозадачностью. Но переключить внимание на себя, может быть, составить какой-то тезис-план, он предусмотрен по этой карте, потому что не должно быть поспешных действий, не должно быть какого-то прежнего шаблона, мои дорогие. Так вот, как реализовать ту мечту, намерение и цель? Какие действия от вас потребуются? Что делать дальше, может быть? Четверка воды, мои дорогие. Так вот, карта нам о чем говорит? Действие. Главное, не бездействие. Может быть, какая-то как апатия, которая вот у вас сейчас присутствует, вы смотрите. Вот от этого в первую очередь следует избавиться, как будто нам предлагают карты, оглянуться и увидеть совершенно что-то другое. Человек замер. Он смотрит на 3 кубка пустые, и он не шевелится. Это какая-то замерзшая ситуация, и ваша задача для себя совершенно в другом направлении как будто посмотреть. Или, как я уже сказала, оглянуться. Избавиться от того, что, может быть, вам уже как набило оскомину или затянулось сверх всякой меры. И по этой карте, кстати, усталости тоже проходят. Как реализовать себя? Когда правильно распределите свои силы. Душевные силы, когда восстановите этот самый баланс. И когда не будете вспоминать прошлое. Ведь это прошлое. А будущее, оно совсем в другом направлении. Итак, тогда как реализовать себя? Искусство мелких шагов. Да, что-то нужно просчитать, как я сказала, составить себе тезис-план. И дальше нет ничего невозможного. Быть готовым к тому, чтобы этот план еще где-то корректировать. Внимание к деталям тоже будет для вас важно, для того, чтобы внести какие-то изменения. Но эта карта всегда говорит о марафонском забеге лет на 10-20. Вот, наверное, как по Плутону. А Плутон в Водолее – это для нас, для всех свобода, вдохновение, творчество, возможность изменить качество собственной жизни, изменить работу, изменить собственное направление даже в занятости, в деятельности и научиться чему-то новому. И именно это новое для вас будет или помогать осуществлять какой-то ваш проект, или будет отправной точкой отсчета ваших перемен или реализации. Вот как раз самореализация по этой карте, когда мы по-новому организуем жизнь. И у нас все идет в каком-то совершенно другом ключе, в другом фарватере. Перестроиться нужно. Но если мы ничего не делаем, мы так и застряли в какой-то одной точке невозврата. И мы смотрим назад, и ничего не меняется. Ну, вот такой очень серьезный выбор. Как же изменится ваша жизнь? Давайте мы спросим. Если вы все-таки предпринимаете действия и на что-то решаетесь, мои дорогие, как изменится ваша жизнь? Это нулевой аркан. Вот как изменится? Она изменится точно. Нулевой аркан, когда это сама по себе карта веры, начала и помощи. Помощи ангелов. Вселенная будет открывать перед вами те возможности, которые как будто уже действительно на пороге. Они вас ждут. Но вы не можете этого видеть, потому что вы же уставились вот в эти 3 разлитых кубка. У кого-то так. И вот этот один кубок, который как наполненность радостью, жизни, когда с новым вкусом вдохновения, с новым вкусом свободы. И по нулевому аркану это, как, знаете, новые отношения. К примеру, если меня смотрят те, когда личная история, она со знаком минус, или обстоятельства так с минусом сложились, значит, будут новые, мои дорогие, отношения. Что-то по-новому будет отстраиваться. По нулевому аркану мы как дети. В саму по себе возможность и веру в лучшее культивируем в себе, и это очень добрый посыл. Потому что если мы смотрим на то, что было, или оглядываемся назад, на какую-то прежнюю историю, или как по 10 жезлов нам сказали, женщина буквально упала на стол, потому что она, кроме горы немытой посуды, которая без конца повторяется, она не видит. А есть что-то более важное. Вот увидеть самого себя. И это уже сама по себе как начало, так и изменение качества жизни. Правда? У кого-то это новые возможности, и они, безусловно, будут. Давайте мы спросим, как изменится ваша жизнь еще начало.
Волшебно, я больше не достаю вот этих карт по этому вопросу. Посмотрите, у вас очень быстро вы прочувствуете результат. Или к вам, мои дорогие, придут те события, вы реализуете свой проект. Или вы сумеете осуществить переезд. Или вы сумеете быстро изучить какую-то новую профессию, специальность, обрести какой-то навык, добиться финансового благополучия или финансовой независимости. Нулевой аркан – это первый, с нулевого. У нас колода карт Таро начинается. И 21-м заканчивается карта Мир. Когда реализация, когда есть все, что нам, чего мы хотим, в принципе. Когда мы счастливы, когда мы рады, когда вы, если хотите, будете популярным человеком. Или, как я сказала, уедете куда-то очень далеко, совершенно в другом качестве отстроите свою жизнь. Начало и реализация. А мы спрашивали, как изменится ваша жизнь. Да вы изменитесь. Меняетесь вы. И меняется все то, что вокруг вас, то, что вам принадлежит. И весь мир у ваших ног. Стоит только начать. Да, нечего добавить. Давайте мы с вами спросим. И еще раз на колоде оракульных карт, вот я сделаю таким образом, знаки судьбы. Мы с них начали. И давайте мы ими завершим этой колодой. Каковы знаки судьбы? В завершении нашего расклада. Вот смотрите, вам потребуется приложить усилия очень активно в течение года от сегодняшнего дня, когда вы смотрите это видео. Вот будьте на вот всю эту стратегию и тактику, которую мы подробно говорили. Сегодня, я надеюсь, вы где-то прочувствовали, переложите на свою историю со своим каким-то нюансом. Но в течение года от вас потребуется активные действия, вот как вот в этих двух арканах, начало и реализация этого проекта. Так вот, это будет в течение года. И вы, даже начав что-то с нуля, достигнете уже какой-то определенной высоты и возможностей. Но будьте готовы, потому что это все-таки ваши действия, мои дорогие. И если вы четкий какой-то тезис-план себе создадите, то в течение года вы и кардинальным образом изменить можете как и себя, так и свое качество жизни. Давайте как подсказку, что вам еще хотят сказать карты вот на этом периоде, именно сейчас. Нам снова говорят, отпускай. Просто отпусти. И вот этот аркан, 13-й, Шарандары, отпусти. Это, ну, в обычной колоде Таро называют карта смерти, но, понятно, не смерти. Это всегда карта трансформации. У вас сейчас происходит трансформация. И самый наиболее перспективный, наверное, период, когда это сделать. И на оракуле вам опять выпадает этот же аркан, хотя он в другом совершенно ключе. И если мы спросили, что вот какие действия от вас сейчас требуются, правда, нужно пересмотреть полностью свою стратегию. Не действовать как прежде, иначе будет бесконечный прежний результат. Если для кого-то это будет просто, и вы не решались сделать первый шаг, значит, продумайте, увидьте себя, какой вы видите будущее, в каком вы видите себя качестве. Ведь это очень важно. Закройте глаза, прочувствуйте, как мне хорошо буквально кожей, или как я душой рад или счастлив, что меня окружает. Визуализация – это великое дело, потому что мы себе, как из будущего, протягиваем руку помощи. И на самом деле, если вы умеете визуализировать себя, видеть в другом качестве, среди другой обстановки, вот эта визуализация своей собственной мечты, она вам помогает просто идти вперед. Потому что для кого-то это будет означать, вам действительно придется принимать важные решения, что-то оставить или, может быть, кого-то оставить. Какую-то историю, которая не имеет смысла продолжать, мои дорогие. Две карты. Это как задача на теперешний момент. Давайте я спрошу, что дальше. Верь. Просто верь
Верь в то, что у тебя получится твой проект. И правда, я уже не достаю карты, потому что нам с самого начала сказали 1 год от сегодняшнего дня. Тебе придется, мало того, что сначала мы определяемся, ведь самые первые карты, давайте немножко мы вспомним с вами, нам сказали, вы ищете знак, правда, как знак свыше. Я надеюсь, какой-то знак вам, может быть, пришел с этим видео, пока вы его смотрели. И дальше у вас появляется возможность. И здесь не раз нам уже сказали про возможности. И дальше действуй. Вот понимаете, насколько активно проигрываются карты. И первая же карта, она у вас карта мага выпала, мои дорогие. У вас великолепный период жизни для того, чтобы изменить ее каким-то кардинальным образом. Именно в сторону самого себя. И сделать ее счастливой, такой, как вы хотите, даже если вокруг тысяча неопределенностей или какая-то турбулентность, или вы сейчас находитесь в том состоянии души, когда я не знаю, что делать дальше, а вы прочувствуйте себя. Чего же я хочу? Вот что просит моя душа, что просит мое сердце именно теперь? Или в чем я себя вижу? Или еще проще, задайте себе вопрос, в чем я себя не вижу? И тогда это тоже своеобразная, более четкая подсказка, когда вам ваше сердце скажет однозначно «нет». И когда вы знаете, куда вы не пойдете, и для кого-то это будет подсказкой, как проложить правильный фарватер. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Буду благодарна вашим комментариям и отзывам.